Привет! Меня зовут Лена. В этом видео я покажу вам, как приготовить полезный карамельный чизкейк. У него будет вкуснейшая арахисовая основа, воздушный карамельный мусс и сладкая карамельная заливка сверху. Готовится он легко, не требует выпечки, а своим карамельным вкусом точно порадует всех любителей карамели и вареной сгущеночки. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Вопросы по ингредиентам и заменам задавайте в комментариях, я постараюсь вам помочь. И спасибо за лайк! Для основы первым делом обжариваем овсянку. Здесь 150 грамм овсяных хлопьев долгой варки. Их нужно обжарить на сковороде до легкого потемнения. Жареная овсянка имеет очень приятный вкус. Перекладываем в блендер и измельчаем в мелкую крошку. Теперь можно смешивать все ингредиенты для основы. К 150 граммам измельченной обжаренной овсянки добавляем 100 грамм арахисовой пасты, 70 грамм сиропа топинамбура и 40 грамм воды. Тщательно перемешиваем. Вода здесь нужна, чтобы немного размягчить овсянку. Арахисовая паста для скрепления и вкуса, а сироп для сладости. Также можно сделать основу из печенья. Ее рецепт я показывала в видео с белым чизкейком, которое уже есть на моем канале, как и рецепт самого ПП печенья. Вот такая консистенция должна получиться. Она легко лепится и не липнет к рукам. Выкладываем основу в кольцо диаметром 16 см, проложенное ацетатной лентой. И аккуратно распределяем по дну и бортикам. Формируем бортики примерно 5-6 см. И отправляем в холодильник до готовности мусса. Для мусса и верхнего слоя карамели нам понадобится обжаренное сухое молоко. В общей сложности 70 грамм. Я, как всегда, обжариваю сразу много про запас. Обжариваем на среднем огне при постоянном помешивании до карамельного цвета. Но как ни помешивая, в сухом молоке всегда появляются комочки. Лучший способ от них избавиться – воспользоваться блендером. Измельчаем до исчезновения комочков. Вот такое обжаренное сухое молоко нам понадобится. Оставшееся я храню в холодильнике для будущих десертов, бананового мороженого или карамельного пирога. 60 грамм обжаренного сухого молока в блендере смешиваем с 90 граммами молока. Сюда же отправляем 12 грамм крахмала. Можно воспользоваться и венчиком, только тщательно промешайте все комочки. Добиваемся однородности. И выливаем в ковшик к 100 граммам горячего молока. Тщательно перемешиваем. И увариваем на среднем огне до загустения. Вот такая консистенция должна получиться. Сразу в горячую карамель добавляем 10 грамм желатина, замоченного в 60 граммах воды. Тщательно размешиваем до полного растворения желатина. Сюда же добавляем 11 грамм подсластителя. Кстати, здесь легко можно заменить сухой подсластитель на сироп. Для этого нужно заменить часть карамели на сироп. После остывания карамели добавляем в нее 120 грамм рикотты и также тщательно перемешиваем до однородности. Вот такая смесь у нас получается. Для мусса нам осталось взбить 120 грамм сливок. Они придадут воздушность чизкейку. Для хорошего результата сливки, чаша и венчик должны быть максимально холодными. Взбиваем до неподвижности. И добавляем к сливкам уже полностью остывшую карамельную смесь. Совсем чуть-чуть размешиваем миксером. И домешиваем уже лопаткой до однородности. Вот такая пышная карамельная масса у нас получается. Сразу выливаем ее на основу, не дожидаясь, пока она начнет застывать. Слегка разравниваем. Можно
немного потрясти, чтобы выровнять поверхность. Укрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник до полного застывания, как минимум на 4 часа. И приготовим нежную карамельную заливку. Для этого смешиваем в ковшике 70 грамм воды и 10 грамм обжаренного сухого молока. Нагреваем до кипения, чтобы молоко немного разошлось. Сразу в горячую смесь добавляем 2 грамма желатина, заранее замоченного в 12 граммах воды. И тщательно размешиваем до растворения. Это количество желатина позволяет получить очень мягкое желе. Если еще уменьшить количество желатина вдвое, то карамель будет мягко стекать при разрезании чизкейка. Добавляем сюда 40 грамм натурального сиропа. Тоже размешиваем. Когда карамельная заливка остыла, достаем тортик и поливаем. Я поливаю через сито, так как иногда остаются крошечные кусочки обжаренного сухого молока. Слегка разравниваем лопаткой, если требуется. И отправляем в холодильник еще на 1 час. Наш торт полностью стабилизировался. Освобождаем его от кольца и ацетатной ленты. Этот карамельный чизкейк покорит всех любителей вареной сгущеночки. Если вы придерживаетесь правильного питания и скучаете по этой сладости, обязательно попробуйте приготовить этот простой рецепт. Давайте посмотрим разрез. Мусс очень воздушный и нежный. Карамельная заливка мягкая и очень вкусная. Арахисовая основа прекрасно сочетается с карамельным вкусом. Если это видео оказалось для вас интересным и полезным, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Пока!